Дверь на крышу захлопнулась. Двое парней расстелили плед и с облегчением плюхнулись на него. Вечерело. Последние лучи апрельского солнца уходили за горизонт. Теплый ветерок трепал волосы, в воздухе витал аромат вечернего города. Один из парней достал из рюкзака небольшую кастрюлю и протянул другу ложку. «Это чё?» – с удивлением спросил тот. «Пельмени, братан». «А, сойдет. Вискарика взял?» «Да, конечно». На свет тут же появилась бутылка односолодового и кола. Закусив пельменями, юноши выпили. «Эх, надо было баб с собой взять, а то мы как эти». То есть?» Андрей настороженно посмотрел на товарища. «Ну, которые дороги делают и принимают законы». «А, нет, и это, за базаром следи». Друзья рассмеялись. Учеба и работы оставляли им непозволенно мало времени для отдыха, для творения глупостей, а молодость, она уходила сквозь пальцы. Оба взрослые не по годам это все понимали. Распив треть бутылки, парни побродили по крыше, затем вернулись на плед. Игорь, пошарив по карманам, достал самокрутку. Раскурив ее, парни оглядели крышу. Как же тут хорошо. «Братан, у меня глюк или шо?» Андрей куда-то ткнул пальцем. «Это что, пес там?» «Пф, какая собака Парень осекся, увидел огромного черного пса. Тот стоял, положил передние лапы на ограждение и смотрел вдаль, наклонив ушастую голову. «Кис, кис, кис!» – позвал Игорь. «Откуда ты тут? Ты чё, дурак, шо ли? Свистом надо звать, свистом! Пельменем его замани!» Собака, услышав их разговор, обернулась, затем, будто бы тяжело вздохнув, опустила лапы с ограды и направилась к угощению. Моментально слопав крупный пельмень, доберман облизнулся, мол, давай еще. «Интересно, что он тут делает?» Разлив по стаканам напиток, удивился Андрей. «Да может, хозяин гулять выпускает? Да вроде без ошейника он, бродячий, кажись». Парни кинули животному несколько пельменей. Вильнув хвостом, пес тут же их проглотил. Видимо, он был голоден. Стемнело, глаза собаки, казалось, светились, или в них плясали зловещие огоньки. Скомандовал пес, требовательно смотря на парней. «Нихера себе наглый какой!» – заметил Андрей. По его спине пробежали мурашки. Что-то с этой собакой не так. Кыш отсюда, пшел! Поддерживая друга, крикнул Игорь и сделал вид, что замахивается бутылкой. Пес поймал момент, прыжком преодолел расстояние до парней и вырвал виски из рук ошалевшего Игоря. Бутылка свободно поместилась в пасти животного. Помогая лапой, доберман развернул емкость горлышком к пасти, затем, закинув голову, начал пить. У парней от увиденного округлились глаза. Как собака может пить виски? Он, блядь, цирковой, отвечаю! Растерянно примямлил Андрей, пытаясь убедить себя в этом. Кто-то же его научил. Осушив бутылку, пес выпустил ее из пасти и отпрыгнул. Затем, мотнув головой, громко и требовательно залаял. «Нет ничего, уходи!» Парни не понимали, что происходит. Казалось, пес вот-вот достанет нож и отожмет у них телефоны или сделает что-то похуже. «Уходи, говорю! Прочь, пшел, прочь!» Команды не возымели эффекта. Собака не спеша села и наклонила голову, глядя парням прямо в глаза, каждому по отдельности. В этом взгляде было что-то нелогичное и мистическое, вводящее в транс. Игорь, неловко поднявшись с пледа, подошел к краю крыши, словно сопротивляясь, завис на мгновение, затем перекинул левую ногу через ограждение. «Стой!» Андрей хотел было подняться, но пес грозным рыком, как заклинанием, заставил остаться на месте. Словно парализованный, юноша наблюдал, как его друг переносит через поручень вторую ногу
и напоследок, обернувшись, прыгает вниз. «Сука ты, а не кобель, сука, мразь!» Сукой была твоя мать, а в аду ее дерут черти. Внезапно заговорила собака. Ты следующий, Андрюш. «Парень, ложись!» Внезапно раздался старческий голос. Поборов наваждение, Андрей рыбкой нырнул на пол и прикрыл голову руками. Как оказалось, не зря. Раздались выстрелы. Краем глаза парень заметил, как заряды дроби повалили добермана слаб, отбросив вглубь крыши. Старый ты хрыщ. «Оставь его! Оставь, пес! Пшел отсюда, пшел!» Вновь раздались выстрелы. Неловко встав на перебитые лапы, монстр ответил. Ровно через сутки я приду и за этой душой. Затем, взвизгнув, собака понеслась к краю крыши. На мгновение все затихло. «Ты? Чё ты разлегся? Бежим!» Кто-то подхватил его под руку и потянул вверх. На заплетающихся ногах парень последовал за седым, полноватым мужчиной. Шатаясь, они спустились по лестнице и направились к лифту. Неожиданно его спаситель остановился у ближайшей двери. «Подожди, милок, ща!» Найдя ключи, старик распахнул вход в свои владения и скомандовал. «Быстрее, быстрее!» Ворвавшись в квартиру, оба сели на пол, переводя дыхание. «Соседи вроде не видели. Повезло!» «Чё это было?» – заикаясь, выдавил парень. «Чё с моим другом?» «Если у него отросли крылья, то ничего. А так, милок, посуди. 14-й этаж». Оставив ошеломленного юношу в коридоре, старик куда-то пошел. Его шоркающие шаги звучали где-то в недрах квартиры. Зачем-то парень перекрестился, чуть осмелев, осмотрелся. Типовая трешка, которая не видела ремонта лет 30. Обои в разводах, похоже, что крыша течет. Старый линолеум, покосившиеся советские двери. Вроде ничего необычного. Увидев на полу оставленную дедом двухстволку, парень потянулся за ней, адреналин отпустил. Теперь снова включился мозг. Неизвестно, чем или кем является этот старик. После говорящей собаки-убийцы Андрей бы не удивился, окажись перед ним сатана. «Я успокаивающего чая наш...» «Чё это было?» Направив на пожилого мужчину оружие, спросил юноша. «Говори!» «Стой, стой!» Держа в одной руке пачку чая, другой старик потянулся к двустволке, но тут же получил по ней, мол, не лезь. «Пойдем на кухню, можешь ружье подержать, если это поможет. Вот дверь направо, пойдем, разговор не на 10 секунд». Вняв доводами старика, юноша кивнул и пропустил хозяина квартиры вперед. Дверь со скрипом открылась. Старик сел на стол, поставил чай на него и посмотрел на Андрея с сочувствием и заботой. «Если хочешь, чайник сам ставь, он на плите». Тяжело вздохнув, парень приготовился к чаепитию. Когда-то давно, лет 35, если не 40 назад, множество молодых строителей коммунизма въехали в этот дом. До 90-х было еще далеко, народ наслаждался спокойствием и жизнью по плану. Казалось, перед ним весь мир, и любые трудности не проблема. Не верящий ни бога, ни в черта, советский люд лишь устало отмахивался от сумасшедшей старухи. Та, выйдя во двор, занимала лавочку и весь день вещала о каком-то чудовище, которое поселилось в подвале. Он будет появляться каждые 5, затем 7, а потом снова 5 лет. Уйти этот демон сможет только тогда, когда заберет с собой 2 души, говорила старуха. Но кто ее послушает в 80-х годах-то?
Шло время. Однажды из подъезда вынесли гроб. Родственники сумасшедшей облегченно вздохнули. Наконец-то бабка отмучилась. 98 лет. Зажилась. Занятые своими делами жильцы новостройки не заметили большую черную собаку, наблюдающую за процессией. Радостно ухмыляясь, пес нашел возможность помочиться на гроб. Затем, виляя хвостом, монстр просто исчез. Вернувшись с работы, Павел Сергеевич снял очки, протер их и снова оглядел двор. Собаки действительно не было. «Быстрее бы отпуск!» – вздохнул инженер и поднялся домой. Рассказав о забавном мираже супруге, мужчина проверил у сына уроки и открыл пиво. «Расселся опять», – шутливо у него спрашивала жена Ирина. «Может, пошли на пикник?» – говорила она ему. А он отвечал: «Так далеко ж». А она ему: «Так чего тут ходить, на крышу пошли, апрель такой теплый в этом году, солнышко, красота, и Олежку типа с собой возьмем, ну пошли», умоляла она его. Посопротивлявшись для вида, инженер согласился. Собравшись за каких-то 15 минут, семья отправилась на пикник, с которого, раздавленным горем, мужчина вернулся один. Так оно и выходит каждые 5-7, затем снова 5 лет. Цикл какой-то. Пожаловался Андрею старик. На его глазах на минуту застыли слезы. Затем, смахнув их натруженной и волосатой рукой, бывший инженер попросил: «В шкафчике верхнем, что справа, коньяк стоит. Доставай». Парень, проникнувшись сочувствием к старику, тот все-таки спас его, выполнил просьбу, затем немного подумал, отнес ружье в коридор. «Значит, эта псина придет и за мной?» «Не обязательно, может, кого-то другого найдет. Вот говорил я председателю ТСЖ заворотить дверь на крышу. А нет, не послушался тот, а замки каждую неделю всякие вандалы сбивают». Мужчины выпили, занюхали коньяк рукавами. Андрей немного поплыл. Когда действие алкоголя кончится, юноша будет оплакивать умершего друга, материть этого идиотского пса, а пока в его голове царило подобие перемирия с эмоциями, с собой. «А та псина не может забрать кого-то из жильцов прямо в квартире? Я не намекаю, я…» «Нет, полюбила эта тварь крышу, каждый раз все списывает на суицид. А правда, а кому эта правда нужна?» Павел Сергеевич вновь наполнил стаканы. «Кстати, доберман уверен, что ты вернешься на крышу. Слышал, что он сказал?» Парень крепко задумался. Неужели за столько лет старик не понял, как разобраться с собакой? Андрей не выдержал и спросил напрямую: «Я же сначала в психушке был, потом ждал 7 лет, чтобы проверить, свихнулся я или нет. Только недавно я понял, как остановить эту ненасытную мразь». «Ну, рассказывай, дед». «Поймаем его на живца. Сможешь завтра вечером привести кого-то сюда? Пока пес будет размышлять, кого из вас взять, я…» Присев на уши пьяному Андрею, старик изложил ему план. Будь бы юноша трезв, он бы никогда не ввязался в такое. Но недавняя смерть друга и алкогольное опьянение сделали свое дело. Этот вечер выдался дождливым, холодным, словно что-то предчувствуя, природа заплакала. «Сам не знаю, зачем он полетел вниз», – врал одногруппнику юноша. «Все же хорошо было». Денис, уже синий как изолента, ошеломленно кивнул, затем снова присосался к бутылке. Андрей не зря считался душой компании.
Протрезвев к обеду, он рассказал о произошедшем, акцентируя внимание на самоубийстве товарища. Сразу несколько человек, считая весьма симпатичных девушек, согласились поддержать парня, но тот не хотел рисковать представительницами слабого пола, поэтому позвал на крышу Дениса. Тот опытный каратист и просто крепкий чувак казался Андрею подходящей кандидатурой. Мало ли что, вдруг ритуал изгнания демона не сработает. Хотя в таком случае, как обещал старик, он сдастся псу, чтобы тот отпустил молодежь. Все равно моя жизнь уже на исходе. Не получится, терять нечего. А если вдруг выйдет, хоть помирать потом буду с улыбкой, что смог. — говорил Павел Сергеевич, подливая Андрею коньяк. Одинокий юноша, нашедший поддержку в стойком старике, сразу поверил тому. Кроме того, в душе парня зародилось неприятное мерзкое предчувствие мести. Эта тварь, этот пес не должен существовать. Судя по часам, псина появится с минуты на минуту. Выпив для храбрости, Андрей обошел крышу и, чтобы чем-то себя занять, закурил. А чё-то крышу после Игоря не закрыли? Вдруг подал голос Денис. В нашей стране распиздяев – это нормально, отмахнулся Андрей. Ну же, где ты, собака, приходи к нам в ловушку быстрее. Отлучившись по нужде за угол лифтовой шахты, юноша не заметил, как Денис точно под наваждением подошел к краю крыши. Эй, постой! Рынулся к нему парень, тот опоздал. Его одногруппник повторил судьбу Игоря, ласточкой нырнул вниз. Парень не верил своим глазам. Где этот злоебучий старик? Почему ловушка не действует? Дед, прости меня, милок, просто так получилось. Вышедший на крышу дед тяжко вздохнул. Тебе этого все равно не понять. Спасибо, старик. Порадовал адского пса. Внезапно капли дождя очертили в воздухе контуры демона. Через мгновение тот материализовался во плоти. На этот раз мне хватит троих. Андрей больше не по своему желанию, чем по принуждению пса подошел к ограждению. В душе осталась лишь пустота. Рано лишившийся родителей, парень всегда тянулся к людям, ища в них поддержки и хорошего отношения. Те не раз предавали его, но не так обидно и глупо. Напоследок парень улыбнулся дождю, тот смешался с его слезами и стал в этот миг чем-то единственным близким, родным. С этой мыслью Андрей отправился вниз. Дождь превратился в холодный ливень, ветер усиливался, возле крыши сверкали молнии. «Ты отпустишь души Иры с Олежкой, как обещал?» Доберман заманчиво прошелся по краю крыши и окинул старика презрительным взглядом. Ты так жалок, тупой инженер. Сколько лет бороться со мной, чтобы внезапно повестись на такое? Конечно, не отпущу, особенно сейчас, когда мне нужно еще больше душ. Хотя, если приведешь еще две, разыграв очередной слезивый спектакль, я хотя бы подумаю. Собака спрыгнула с парапета и остановилась у застывшего деда. Затем, подняв ногу, пес помочился прямо на ботинки и брюки, словно отмечая победу. «Столько лет я ненавидел тебя, но почти полюбил, когда ты дал слово. Столько лет я ненавидел и не верил себе, а надо было только продолжить не верить тебе». «Столько слезок из ничего», — ухмыльнулась собака. «Если выживешь, пообщаемся лет через 5. Бывай, идиот». С этими словами демон растворился в ночи, оставив сломленного человека наедине с пустотой. Сбросив рюкзак с буфаторией для ритуала, бывший инженер-взрывотехник затянулся последней в жизни папиросой и достал из кармана плаща детонатор.
До конца не веря в обещание пса, старик подготовил план «Б». Через мгновение, когда он докурил, здание сложится как карточный домик. Дед знал, куда поставить заряды, знал, как взорвать эту чертову многоэтажку. Пусть она провалится в ад к этому пиздлявому псу. От взрыва содрогнулся весь город. Кто-то, попивая чай в уютной гостиной, подумал, наверное, это гром. Иные, увидев, как 14-этажка разлетается подобно осколочной гранате, испугались теракта. Чиновники, узнав о случившемся, схватились за головы и начали прорабатывать версию про хлопок газа. А что же правда? Ее никто не хотел. Разбиравший завалы спасатель с трудом разогнулся и оглядел фронт работ. Спустя сутки после обвала начальство упорно требовало называть события так. Шансы найти выживших приближались к нулю. Пока попадались лишь трупы. Десятки, если не сотни тел пополнили городской морг. Заметив какой-то блик, спасатель, перепрыгивая через завалы, устремился к нему. Может, кто-то, погребенный под стенами, нашел зеркальце и пытается подать знак? С трудом поборов разочарованный стон, мужчина в сердцах пнул лакированную фигурку собаки. Та, описав дугу, вылетела на тротуар. Все-таки никто не мог выжить в этом аду. Много лет назад, желая спасти село, древняя старуха заключила сделку со злом, пообещав доставить пса в город. Она попросила, чтобы тот оставил ее родные места. Демон, конечно же, согласился, заточив его дух в деревянную фигурку, а Авдотья Ильинична начала готовиться к переезду. Перебравшись на новое место, бабка просто закинула статуэтку в подвал того дома, где десятилетиями спустя погибнет ее единственный правнук, вместе с семьей, оборвав их и без того малочисленный род. Того дома, где демонская сущность начнет новый эпизод насилия, лжи. Знала ли старуха, к чему это все приведет? Хотя бы догадывалась, если пыталась рассказать жителям многоэтажки о затаившемся зле. Но слишком долго, непозволительно долго бабка врала, измученной совести, близким себе. А правда, кому эта правда нужна? Мать, увидев, как ее сын копается в груди кирпичей, оставшихся от упавшего дома, дернула его. «Солнышко, ты что-то тут подобрал?» «Нет», – быстро сориентировавшись, соврал мальчик. Больно понравилась ему фигурка собаки. «Ладно, пошли быстрее, папа нас ждет». Взявшись за руки, они обогнули развалы многоэтажки и направились в свой двор, находившийся по соседству. Статуэтка добермана, спрятанная в кармане мальчика, широко улыбнулась и тихонько завиляла хвостом. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.